Всем привет! В этом ролике я буду делать складной стилет. За основу я взял замок со своего старого проекта «Складной косяк» и значительно доработал его. Так он будет выглядеть внутри, и рукоять будет одной деталью, то есть цельной. Приступим. Клинок и замок. Клинок и замок будут сделаны по просьбе заказчика из стали К390. Сверлами по стеклу делаю основные отверстия и распиливаю металл. Выравниваю плоскости. Тут у меня еще старый столик для плоскошлифа, потому что этот проект я еще начинал делать давно. Если интересен этот процесс, у меня на канале вышел отдельный ролик на эту тему. Толщину сделал 3 мм. В замке пропиливаю паз, для чего объясню чуть позже. На гриндере обтачиваю контуры и выравниваю радиусы деталей. После подгонки проверяю работу механики. Все замечательно фиксируется, никаких люфтов нет. В закрытом положении клинок подпружинивается замком. Размечаю центр и снимаю спуски. Затем делаю продольный сатин и намечаю фальш-спуски. Их делаю в 1/3 ширины клинка, чтобы угол режущей части ножа был острее. Закрываю уже готовую часть клинка и навожу сатин на фальш-спусках. Рукоять. Самая интересная часть — это рукоять. Она будет сделана из стеклотекстолита G10. У меня есть плашки толщиной 8 мм, состоящие из оранжевых и черных слоев, но мне попались с браком. Вот здесь неравномерные слои. К счастью, эта часть мне не нужна. Подготавливаю плашки по толщинам. Это будет спейсер, он самый тонкий. Я сточил слои таким образом, чтобы они, складываясь, создавали единый узор, и все полоски совпадали. Выравниваю плоскости, сверлю осевое отверстие. Углубление под потайной пин, именно для этого я делал ту прорезь в замке, и углубления для шпунтиков, на которые будут скрепляться все части рукояти. Такие же отверстия делаю в спейсере и второй части рукояти. В одной из рукоятей фрезерую паз и отверстия для винтов. Здесь будет латунная вставка для крепления клипсы. В латунной заготовке сверлю отверстия и нарезаю резьбы. Обтачиваю по форме паза и устанавливаю. Получается скрытая резьба для крепления клипсы. С внутренней части заливаю эпоксидкой. Вышкуриваю внутренние части рукояти, кроме мест, где она будет скрепляться, и полирую. Это лучше сделать заранее, потому что потом туда будет сложно подобраться. Теперь очень ответственная часть — склейка. Быстро покрывая эпоксидкой склеиваемые поверхности, вставляю стеклотекстолитовые шпунтики и соединяю. Шпунтики увеличивают площадь склеиваемых поверхностей и делают деталь прочнее. Чтобы соблюсти параллельность плоскостей, у осевой части поставил обрезок спейсера. Теперь рукоять стала монолитной, с потайным пином и потайными резьбами для клипсы. Отпиливаю лишние куски и обтачиваю контуры. Все слои складываются в единую картинку. Ну а дальше просто придаю форме больше изящества. По полоскам очень удобно ориентироваться, чтобы добиться симметрии. Просто обе стороны должны иметь одинаковый узор. Вручную дорабатываю форму, выглаживаю, зенкую отверстие под болты и делаю маленькое отверстие для болта, который будет крепить пружину. При полировке узор становится более контрастным. Теперь оставшиеся мелочи. Латунные моношайбы, сразу для клинка и замка, нержавеющая пружина с резьбой для крепления и клипса из нержавейки.
Примеряю клипсу к ножу. Держит хорошо. На замке ставлю гравировку своего лого, а на клинке марку стали. Но перед сборкой мне нужно сделать блэквош клинка и замка. Сначала защищаю места, где будет ходить механика, потому что травление повреждает поверхность металла, и это пагубно повлияет на работу механики. Для чернения использую хлористое железо. В воде делаю концентрированный раствор и проверяю на обезжиренные детали. Так как сталь К390 не имеет высокой коррозийной стойкости, то эффект проявляется мгновенно. Быстро. Тщательно промываю детали. После травления делаю стоунвош в битой керамической плитке. Снимаю защитные покрытия и смотрю на результат. Места для шайб защищены, фактура получилась довольно равномерной. Последний этап — заточка. И самый приятный момент — сборка. Нож состоит из 16 деталей. Самое сложное — рукоять. В передней части находится закаленный нержавеющий пин. На конце — латунные резьбы для винтов. Сначала прикручиваю пружину. Ставлю клипсу. Вставляю замок в пин так, чтобы пружина прижимала его внутрь. Ставлю моношайбы и вставляю клинок. Бумажкой слегка отжимаю замок, вставляю осевую втулку и закручиваю. Готово. Клинок надежно фиксируется, люфтов нету. При поднятии рычажка нож снимается с фиксации. Вес получился 113 грамм, довольно небольшой, учитывая объемистую рукоять и клинок длиной 110 мм. Хоть этот нож я делал на заказ, но эта модель еще не готова к серийному производству. Хотя в этом замке я вижу большой потенциал и буду его и дальше развивать. Возможно, в других ножах. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось видео. Также у меня есть Instagram, там я выкладываю фотографии своих ножей и процессы их создания.